Всем привет, дорогие зрители, на нашем втором подкасте, гостем которого является Семен. Привет, Сем. Привет. Это интервью на самом деле должно выйти. Мы должны были его сделать уже давно в Лос-Анджелесе. Мне хотелось, чтобы это было в Лос-Анджелесе, но обстоятельства сложились так, что мы его записываем в онлайне в такое непростое время. Вообще, в целом, как для тебя проходит карантин? Карантин проходит обычно, я просто играю, Ну, то из есть, дома не выхожу практически. то есть для тебя он ничего особо не поменял? Потому что для многих по-разному. Для кого-то он там тяжело дается, кому-то, в принципе, нормально. Да, практически вообще ничего не изменилось. Друзья, а теперь конкурс от нашего партнера 1xBet. Ты можешь поучаствовать в розыгрыше крутейших призов. Для этого тебе нужно сделать стрик из 5 выигрышных ставок. Сейчас я тебе расскажу о призах. Во-первых, это 50 месячных подписок на Dota+. Во-вторых, мы разыграем 20 вот таких вот юбилейных джерси к десятилетию Нави. Дальше 10 Dota Arcan на твой выбор. 5 крутейших плащей на инвокера Inscribed Dark Artist. И самый главный приз, вернее даже не один, а два, это Sony PlayStation Navi 1xBet Edition. Ссылка на конкурс будет в шапке нашего YouTube канала, а также в закрепленном комментарии. Переходи, регистрируйся и участвуй в розыгрыше крутых призов. Но мы продолжаем. А ты интересуешься, вот там, не знаю, все ситуации, которые происходят? То есть читаешь ли ты там сводки новостей? Вот, как-то беспокоит ли тебя вообще эта тема? Я не интересуюсь, но мы в команде очень обсуждаем сильно перед там кланварами ситуацию каждый день, мониторим. И от ребят я все узнаю. Но я так понимаю, что они переживают. Да, Ильяс очень много информации дает полезной, особенно по России. Угу. Ну, да. Ну и как, что сейчас там? Последняя сводка новостей у вас вчера. Были КВшки? Кто рассказывал? Да, были. 4000 в день, говорит. Ой, когда уже это закончится? На самом деле, вот сказали, что карантин продлится до конца апреля, но на самом деле вообще непонятно как. А у нас на Украине еще усугубляется ситуация тем, что горят леса чернобыльские, вроде бы потушили, но все равно. То есть на улице ужасный смог, в Киеве, по крайней мере, и довольно тяжело, вообще невозможно находиться. Вот ты живешь, я знаю, что ты где-то на Донбассе в небольшом городе, да, я так понимаю, живешь? Угу. Вообще, ты в целом бываешь на улице? Ну, я просто возле дома хожу, и все. Ну и как? Так я никогда не выхожу. Вообще люди серьезно относятся к этому? Там маска ходит? Много ли людей на думаю, улице? 50 на 50. Людей у меня, скажем, нелюдный город. Угу. Так что 50 на 50. Вот так. Понятно. Ну что ж, ладно, поговорим, наверное, начнем вообще с самого начала, потому что в Нави ты уже около 2 месяцев примерно, и мы с того момента, как ты попал в Нави, практически с тобой не общались, были там, я на буткемп приезжала один раз, мы что-то с тобой там небольшой какой-то комментарий ты дал для зрителей, но в целом вообще о твоем переходе в Нави никто особо ничего не слышал. И у меня постоянно зрители спрашивают: Яна, вот как Семен, как он там уже освоился или нет. Ну, в общем, я предлагаю начать с этой как раз темы, вот с твоего перехода. Когда ты пришел в Нави, ты пришел в довольно такое сложное время. Уход Зайца, он очень болезненно дался нашему коллективу. И команда была, очевидно, что была ослаблена. Вот когда тебя пригласили, у тебя вообще были ли сомнения, стоит ли идти? Да, были такие небольшие. В прошлой команде во Flight to Moon у нас проблемы были с керри найти. Угу. Но, в принципе, мы играли уже давно и понимали, что можем там каких-то результатов достичь, если будет хороший керри. А у вас Витюн, по-моему, был или нет? Он с нами играл как стенд-ин, и у нас получалось хорошо, но он постоянно решал не с нами играть. А как только я ушел, сразу присоединился. Дело в тебе было. Получается так.
Ну, в общем, меня позвали, я сыграл день КВшек, сказали, что, в принципе, все нравится. Я подумал еще день и дал согласие. Так. И потом уже через неделю поехал на буткемп, и мы эту неделю играли в онлайне. Мгм. Как вот первые дни на буткемпе проходили? Сложно было? Вообще, вернее так, какие трудности поначалу вот с какими ты столкнулся? М, По плейстайлу, наверное, я привык играть немного свободнее, скажем так. Мы во Flat Moon играли агрессивно, там за Бодяном бежишь, и все хорошо у тебя. А тут более такая системная уже. Дота была, где мы распределялись по карте, набирали постоянно. Мгм. Ну, я где-то там, не знаю, за неделю привык, было трудно. Первые там скримы на буткемпе, мы играли против сильных команд европейских, там против Secret, было тяжело, но многому научились, и уже там квалификациям поднабрали. По драфтам хорошо подтянулись, и по пулу мне уже было играть приятно. А ты же менял, я помню, роли. Ты был и 4 и 5. Тебе вообще на какой роли удобно? Более удобно? М, Мне, в принципе, на обоих удобно, но думаю, на 5 я сильнее играю, Мгм. но приходится на 4, вот так. А больше какая роль нравится? Просто я помню, в Э, интервью вот где-то 2-3-годичной давности ты вообще говорил, что я хочу на оффлейн. Вот как-то Но не это пош была больше шутка. А, В целом, сейчас уже 4, 5 опять стали довольно, скажем так, ну, как те же секреты играют, там у ПП постоянно больше даже, чем и у обзора, там в каждой команде может быть так или по-другому. Где-то 5 больше набирает, а 4 играет просто в No Vision, напрягает карту. У меня все со временем меняется. И иногда я играю долго на 4 и хочу на 5. Иногда долго на 5 и потом смотрю, уже на 4 хочется. На 5 не получается там какого-то импакта сделать мгм. хорошего. Но сейчас, как бы вот ты на 4 играешь, пока доволен, или уже хочется что-то поменять? Да пока не хочется. Пытаюсь импровиться как могу. Что-то получается, что-то нет. Там Хм. хиропул расширять. Как тебя вообще приняли в Нави? Ты, ну, в Нави пришел впервые. И, ну, есть такое мнение, что там многие игроки там мечтают играть в Нави. Сейчас уже, наверное, это не только Нави, а Virtus.pro, наверное, даже в большей степени сейчас. Но все же, вот у тебя было такое какое-то желание раньше попасть в Нави, поиграть? Может, раньше и было, потому что все-таки раньше, да, Нави были постоянно в финалах НТА и считались такой постоянно тир-1 командой. Но сейчас такой небольшой застой и немного сбился, так сказать, уровень до Мгм. тир-2. Мгм. Но, в принципе, я еще когда, получается, Акбара заменяли, писал в Нави, чтобы меня потестили на 5, потому что мне, в принципе, нравились все игроки, и я хотел с Зайцем играть. Но Мгм. они тогда выбрали Ильяса, вот. И, видимо, поэтому вспомнили обо мне, когда им 4 понадобилась. Мгм. Но ты М, с Зайцем же ты много играл. Вы и в Веги играли, и в Панго играли. Я помню, ты вообще у вас дружеские отношения, я так понимаю, с ним? м, Ну, когда играли в команде, то да, но как обычно в доте бывает, ты когда в разных командах играешь, вы практически не общаетесь, М, да, то есть связь какая-то прерывается. Ну, так, да, нормальные отношения. Поняла. Ладно, вот ты пришел в Нави, то есть ты буквально сразу же поехал на буткемп. Вообще вот как скоро ты почувствовал себя все-таки вот частью команды? Не просто, что ты вот, знаешь, новичок, а вот все, я уже освоился. Я прям чувствую себя как дома. Или до сих пор нет М, такого чувства? Да нет, уже есть. Это, наверное, уже как закончился первый буткемп, мы начали опять играть в онлайне, и вот этот период, когда онлайн играли, и второй буткемп, уже тогда почувствовал. То есть напряжения какого-то не было, что там есть там ребята, есть я.
Уже как будто мы были командой. Мгм. Ну, до этого ты же играл в Веге тоже и с Пашей, и с Магом. В принципе, Мгм. ну, наверняка тебе проще было вот влиться в коллектив. Вот вы играли, ну, года 3 назад, да? По-моему, вы году так в 16-м закончили вместе играть. Там сначала Паша, по-моему, ушел, если я не ошибаюсь, потом Маг. Вот долгое время вы не играли. И сейчас снова как бы встретились. И насколько вообще изменились ребята? Как ты чувствуешь? Ты же и сам где-то вырос, изменился. Вот у меня так собака гавкает. Вот. Да, насколько вот сильно ты ощущаешь эти изменения? Паша, я думаю, изменился, стал более опытным и сильным игроком, чем был. Все-таки он играл в Virtus.pro все это время. Он стал больше таким... Лидерские какие-то качества у него появились, и он пытается их развивать. Не всегда, конечно, получается. Андрюха, он, конечно, для меня вообще не изменился. Так, каким был, таким и остался. Ну, в плане понимания доты там и драфтов, в этом он тоже как бы преуспел Мгм. и стал сильнее. А как человек такой же. Веселый, то есть часто, скажем так, говорит мне веселые вещи. Мгм. Какие? Ну, там напевает что-то про Семена. Ну, так, на буткемпе. Понятно. Слушай, вот у тебя же большой капитанский опыт. То есть ты уже за свое, не знаю, за свою жизнь собрал 1 000 000 стаков и капитанил их, и, ну, действительно, у тебя большой багаж знаний в этой области. Вот ты пришел в Нави. Здесь сейчас, насколько я понимаю, полностью руководит игровым процессом Паш. И вот не возникает ли у вас споров на этой почве? Да, на самом деле, сказать честно, я особо таким капитаном не был никогда. Больше я отвечал за драфты, ну и какие-то колы со своей позиции давал, так как саппорт, понятно, в early-гейме. А так сейчас в мидгейме в лейте игрой должны управлять коры. Мгм. Ну и в принципе, как играю я сейчас, я просто на своей роли концентрируюсь и пытаюсь просто давать инфу, ну и колить, что получается, колю тоже, конечно. Получается не всегда. Мгм. Конфликтов у нас вот таких прям нет с Пашей. Как думаешь, Пашку вообще тяжело брать на себя роль М. Ну, чувствуется, что когда у него игра там не задалась, то да, тяжело. Какой-то там... Как-то тяжело оценить силу героев ему. Мгм. И внести импакт какой-то тяжелее становится. Ну, в общем, в такие моменты, да. А так, у него хорошо получается. Я так понимаю, что капитан сначала игрой заправляет, но после уже ближе к миду и к лейту должны коры давать колы и как-то вот от них отталкиваться. Я думаю, капитан должен, вот, как драфт закончился, уже примерный план на игру, так сказать. Ну и пытаться, чтобы следить за тем, чтобы ему придерживались всю игру. Часто ли вы... Просто а так колить и говорить там силу героя, герой первой позиции, неважно, кто играет, там, Идан или Влад, вот они должны брать на себя ответственность, говорить, вот сейчас мы идем и деремся. Мгм. Там, сейчас мы идем на Рошана, сейчас мы идем бить ХГ. Ну и как, они справляются? Раньше у нас получалось лучше, сейчас вот с этим проблемы. Вот, а почему? Ну, например, тоже, когда начался ESL, вы групповую стадию начали, ну, довольно бодро. То есть вы выиграли 2 серии, и, казалось бы, вот, все здорово, молодцы, так держать, но вот потом как-то, ну, я не знаю, просто начали плохо играть. Да, мы Да. довольно уверенно выиграли первые 2 серии. Потом сыграли Secret, даже, скажем так, по сравнению с тем, что обычно на КВ с нами бывает, все прошло неплохо. То есть у нас были шансы и в первой, и во второй карте выиграть. Но потом мы играли с Непами, там была полуторачасовая Да. карта вторая. С В принципе, Медузой, когда вы день отбили, да, такой был преимущество? Да. не очень хороший. Мы играли не лучшим образом. И в первой карте, которую мы выиграли, а во второй
вообще там, то есть вроде все хорошо, но мы не можем сделать, ну ничего, просто вот стоим на базе час. С рапирами не можем там пойти трон и так далее. То есть... И после этой карты и того, что произошло в третьей, там получилось так, что нас на лайнинге переиграли сильно. Вышел там медовый бэтрайдер, который Пашу на Тимбере убивал. Остался у нас только Морс над Ворсом, но его убивали за Блэкхолл. И мы впали в какой-то командный тильт после вот этой серии. И у нас перестали получаться, там, скажем так, банальные мувы. Да. В следующих уже играх. Да. То есть мы куда-то идем, что-то делаем, это не получается. Все как-то начинают супер расстраиваться. Не знаю, как объяснить. Все стало очень сложно. Ну и как вы доиграли вообще ESL? То есть это вот до конца, да, я так понимаю, продлился этот тил? Да, мы пытались искать там проблемы в драфтах, они у нас тоже были. Пытались менять драфтеров, но ни к чему это не приводило. Все те же проблемы в игре, которые мы стараемся сейчас на тренировках пофиксить. Да, как-то ты знаешь, вот в комьюнити поползли вообще слухи, что вот какие-то решафлы грядут, то есть может быть кто-то... Может это просто догадки, и я уже в какой-то момент испугалась, что вдруг действительно, ну, какие-то будут изменения, потому что как-то, ну, очень странно. Но все ж... Вообще, так, давай вопрос такой, планируются ли какие-то изменения в составе? Пока что нет, пока мы, так сказать, пытаемся вот новые проблемы пофиксить. А там уже будет видно. Мы поиграем вот сколько? До новой лиги неделя кланваров и посмотрим, что будет на лиге. Ну, ссор у вас на этой почве нет? Нет, у нас вообще конфликтов никаких нет. Просто вот не получается, и никто не знает, что с этим делать. Ну, то есть мы обсуждаем, что надо делать в играх. Там, какую инфу давать и так далее, чтобы вот это всего не было. Но пока что не получается. Как ты к этому относишься? Сильно ты расстраиваешься из такого? Ну, такое, у меня небольшой тильт. У меня вот только после непов был серьезный тильт. Из-за вот конкретно того, что мы вот час стояли на базе и не могли хоть какой-то мув сделать. А так, ну, такой средний тильт. Те моменты, когда уже вся команда в тильте находится. И тяжело что-то придумать, по карте что сделать. Мы опять дожидаемся каких-то шмоток, враги убивают Рошана, мы ждем Аегис, и опять ждем. Вот как так. Да. На самом деле, в какой-то момент вот эта игра с Медузой, я уже подумала, все, вы отбили там, ну, 40 там плюс, не помню, 45 или под 50к нетворса. Это было, ну, это было реально круто и интересно, и прям обидно, что не получилось. Может, если бы выиграли эту игру, и, знаешь, она как бы и моралька пошла бы вверх, знаешь. Я думаю, ну да, мы бы выиграли серию, у нас бы было 3-0. Да. Следующий день уже с хорошим настроением. Да. А нет, 3-1 бы было. Ну, уже как есть. Ты вообще как справляешься со стилем? Что тебя спасает? Что меня спасает от тильта? Сон. Ну, я не знаю, отдохну там от доты, вечерок какой-то. И на следующий день начинаю опять с мотивацией стать лучше. Ну и все, и стараюсь просто выиграть игру. Сейчас, вот ты говоришь, у вас тоже проблемы в драфтах были, и вы пытались менять драфтера. А кто вообще садился за драфты? Потому что, по-моему, во всех играх я видела, что как бы пикал Ильяс. Как это вообще происходит Ну, в Ильяс онлайне? обычно, он, так сказать, стримит в Дискорде для мага, и маг ему говорит, что пикать. Да. Теперь с этим Там понятно. Вот мне просто интересно одну было. серию предпоследнюю отпикал Ильяс, мы
приняли решение, что кто-то должен из игры пикать. Вообще там довольно забавная история получилась на этой лиге, что в какой-то момент никто из игроков не принимал участие в обсуждениях в драфтах. Мгм. В общем, вышло так случайно и непонятно как. То есть драфтил только Мак или только Ильяс? Тот- Ну, драфтил Мак и помогал ему Sword Art. Ну, потом Ага. мы Мгм. решили это поменять. Пикал Ильяс. У него, скажем так, хорошая идея, но он тоже, когда что-то не получается, думает, что там из-за драфта что-то, и тоже в такой драфтовый тильт Драфтовый тир. впадает. И последнюю серию уже отпикал я, но это были такие игры уже, ничего не решающие. Ну, на самом деле, вот игра с Liquid, я вообще не понимаю, зачем ее играть. Там же, в принципе, ни у вас, ни у Liquid не было аж Да, да. вообще. Я не фанат таких игр на всех турнирах. Уже, мне кажется, проще отменить, да и все. Ну да. Слушай, вот тоже у меня был вопрос. Насколько вообще это правильно, если в пиках не участвует команда? Есть драфтер, там тренер, да, он свое видение сделал, а команде потом играть. Насколько это вообще здравая идея? Ну, это неправильно. Вся команда должна участвовать, как минимум. Там большая часть команды должна участвовать в выборе своих героев, говорить свои идеи. И какой-то костяк команды плюс тренеры должны готовиться к играм, разбирать там соперников, решать, что банить в первой, что пикать в первой и так далее. Мгм. Ну, у нас так оно и было всегда. Но вот на лиге почему-то из-за того, что мы начали играть в онлайне, и все расслабились, вышло вот так. А, Вот мы говорили с ребятами в подкасте, с Магом и с Иданчиком, что они говорят, в онлайне как-то играть приятно. То, во-первых, ты как бы и не на буткемпе, ты не сильно устаешь, как ты когда на буткемп приезжаешь, у тебя прям супер режим, ты как бы напряжен, весь в работе, а в онлайне, когда есть официалки, ты как бы вроде как и расслаблен, но с другой стороны и как бы бодро играешь и бодро себя чувствуешь. Вот ты как думаешь, наоборот, лучше на буткемпе играть? То есть для тебя онлайн-турики это такое не очень? Ну, на буткемпе для меня играть лучше, потому что вы, как команда, быстрее импровитесь. Вы постоянно там вместе что-то обсуждаете по доте. В онлайне, то есть, вы тоже там сидите, ну, там, время КВшек и час-два после, иногда час до. Ну, это не всегда хватает этого. Да и вот проблемы, там вот появились у вас проблемы в игре, вы собрались там за столом, посидели час, обсудили. И вживую как-то это, мне кажется, быстрее решится все, чем в онлайне. А так, ну, конечно, приятно, что ты можешь там официалочку сыграть просто вот. Ну да. То есть никто тебя не видит, ты просто играешь, как тебе удобно, комфортно. Что вы, вот еще раз, что вы теперь будете делать ну вот со всей этой ситуацией с ESL, как вот выходить из этого всего? Будем по максимуму играть, ну и стараться уже выйти с тильта, чтобы все вернулось как было. Там, кто какие-то колы говорил раньше, и они у нас получались, чтобы так и было. Мгм. Ну, я так понимаю, что это время, возможно, нужно как-то типа перетерпеть, знаешь, вот. Ну, у каждой же команды бывают какие-то черные полосы, вот когда просто не получается. Я так понимаю, что просто нужно немножко, знаешь, запастись терпением, наверное. И просто... Да, я думаю, да. Ну, мы поиграли плохо неделю, скажем так, условно. Это, ну, как мне кажется, не конец, просто спад, и Мгм. все будет лучше. Как думаешь, если бы вы все-таки полетели на мажор, там бы такого не было? Сложный вопрос. Ну, прям такого вот, я думаю, бы точно не было. Мы тогда были в такой более лучшей форме, я думаю. Мгм. Ну и на Ване, Лан это Лан, вы все сосредоточены, скажем так, на максимум. Поняла. Слушай, вчера вышло обновление Доты,
Оно небольшое, но там есть несколько важных изменений. Во-первых, все награды теперь на 10% золота уменьшено, и стрики теперь тоже приносят меньше денег, сбивание стрик. Как Мгм. тебе такие изменения? Ну, я сыграл вот 2 паблика с утра после патча. Не сказать, что Не- ощутил какие-то Мгм. изменения прям сильно, вот то, что на 10% меньше стали давать. Просто такая же игра. Вот то, что стрики убрали, это хорошо, потому что за стрики давали нереальное количество денег. Причем их же И фиксили, да, я так понимаю, в прошлом обновлении. Просто. фиксили опыт, но золото осталось. Вот А, эти 1000 за монстр-киллы и так далее. это да. Вот это было самое неприятное. Ты играешь, Да, и за играешь. киллинг спри на Мгм. линии получить вот просто там 600 монет, это, мне кажется, слишком много было. Да. А вот то, что теперь переделали, я вот не совсем понимаю это изменение. Сила, ловкость, интеллект больше не увеличивают сопротивление магии. Скорость передвижения и урон Мгм. способностей соответственно. То есть что это на что повлияет в игре? Ну, силовики, на самом деле, сейчас... Раньше у них было много макрезиста из-за хорошего прироста силы. Мгм. И мне кажется, это какой-то баф магов. Потому что вот этот Spell Amplification не сильно бафался, как Magic Resistance, как мне кажется. Мгм. Ну, и думаю, силовики стали, да, послабее, маги посильнее, а гильщики остались такими же, в принципе. Хм. Ну, вообще вот Дота, как по мне, движется в сторону больше драться, меньше фармить. Потому что как и для саппортов жизнь облегчили тем, что курьеров добавили, и варды теперь дешевые, и можно приносить миллион хилов и драться бесконечно. В целом тебе изменения вот Дота, которые были, не знаю, последние 3 месяца, 4, они тебе нравятся? Вот тебе нравится, куда Дота движется? Да, нравится. Вот это, как добавили аванпосты, когда их еще было много. Очень нравилось, в принципе, этот патч, то, что нейтральные шмотки добавили. Вот. Это что-то свежее было. Правда, вскоре игру все равно замедлили, потому что она была там слишком быстрые матчи иногда были. Мгм. Но в целом все неплохо. Несколько лет назад, вот опять-таки смотрела твое старое интервью, ты говорил, что в Доте тебе сейчас не нравится то, что, ну, на тот момент, то, что все зависело от драфта. То есть вот как надрафтил, так оно, ну, все, уже результат практически известен с самого начала игры. Сейчас мне кажется, что от драфтов, ну, просто все зависит. Мне кажется, это еще больше усугубилось. Да, все так же важно. Как бы ты можешь хорошо задрафтить, хорошо поставить линии, и ты уже выиграл. Тебе достаточно там пару мувов сделать дефолтных, ничего придумывать не надо, и все, ты победил. В принципе, можно играть и такими слегка проигранными драфтами, но ты можешь играть агрессивно, постоянно бежать там на противника, создавать какой-то прешер, и если он не справится, ты тоже можешь выиграть. Как так? То есть, если ты хорошо играешь, то То ты побеждаешь. можешь даже с проигранным драфтом... Ну вот, допустим, вчера играли в OG Secret, Да. у OG был супер пуш, но если бы Secret, скажем так, выдержали темп, они бы выиграли. Но они уже на 18 написали ГГ, потому что не справились с давлением. Мгм. Но тебе в целом, я так понимаю, тебе в целом Дота нравится, какая есть, даже вот с этими супер важной стадией драфтов. Да, мне нравится. Не нравятся там некоторые герои по типу Бристлбека и Ликанов, которые супер простые, и которые просто вот всю позиционку рушат, на тебя бегут, и у них почему-то, ну, вот такой ДПС очень сильный. Просто имбовый, я бы даже сказал. Вот мне кажется Вот это тоже. пофиксить бы. Имба, вот мне тоже так кажется, сейчас берут какого-то ликана ДПшку, и уже, ну, как бы тут тяжело что-то с этим сделать. Но я смотрю, немногие команды, далеко не многие это абузят, как-то и юзают. Почему-то. Хотя мне казалось, Ну, это... не у всех есть там игроки на некоторых героях. Даже у нас там с этим проблема.
нужно расширять пул. Да. Вот ты говорил, что ты сейчас там работаешь над расширением. Мне кажется, у тебя все хорошо. Да и вообще Рубика взял и пошел. Да, с Рубиком всегда работает. Да. Но сейчас пул, в принципе, все герои мне нравятся, что в мете. Там какую-то энигму можно добавить. На Панго, я думаю, не научусь кататься в ближайший там год. В смысле? Тяжело. Так ты же и так воруешь постоянно ульты Пангалера и катаешься. А на Рубике как-то легче, там шар приятнее, зеленый. Ну, как шар, кубик. Понятно. Что ж, ну, не знаю, кажется, я задала практически, наверное, все, что хотела у тебя. У тебя есть что-нибудь, что хотелось бы добавить, а вдруг я не спросила? Да нет, по-моему, все обсудили, что можно было. Какой сегодня план у вас? Чем будете План, заниматься? ну, мы играем КВшки, попытаемся их сыграть максимально серьезно. И, ну вот, без тильта. Я Что же- самое главное. Кстати, у Нави же есть психолог. Обращались ли вы к нему? Ну, он у нас на буткемпе работает, в онлайне как-то не обращались. Ну, может, оно до того дойдет, что надо будет, но я Может быть. надеюсь, что вы сами как можете справиться. Я вам всем желаю удачи. Готовьтесь к Пушка Лига. Это же тоже крупная лига, хороший призовой фонд, даже, по-моему, повыше, чем на ESL. Если я не ошибаюсь, на ESL 200 тысяч было призового, а там 250. Ну, это я не знаю, не следил, скажем. Знаю, что лига, да, крупная. Запустила призов 250 тысяч долларов, да. Ну, я так понимаю, что деньги для тебя не мотиватор. Ну да, больше нравится там просто побеждать с командой. Всем спасибо тебе за время. Желаю удачи вам на следующем. Да, спасибо. Пока. Спасибо, дорогие зрители, что смотрели наш подкаст или интервью. Надеюсь, вам понравилось. Следующее интервью или подкаст, опять-таки, уже не за горами. Будем держать вас в курсе. Будьте подписаны на наши соцсети, на YouTube-канал Navi Dota 2. И до скорых встреч.